Я так и знала, что это будет очень странное видео. Так что не очень хорошо начали. И увидимся в следующий раз. Целую, обнимаю. Увидимся. Никогда бы не поверила, что настанет время, когда я вам буду указывать или там советовать, как изучать русский язык. Привет, меня зовут Ники, и после нескольких запросов в Инстаграме я вам помогу начать изучать русский язык. Если вы меня впервые видите, то привет, меня зовут Ники, мне 21 год, и добро пожаловать в психушку иностранных языков. Да. Я хочу начать с того, что я следую методу под названием естественный подход к изучению языков. И это значит, что я думаю, что изучать языки как ребенок более эффектнее, чем изучать языки, запоминая какую-то теорию или там списки, списки словарного запаса. Второе, что я хочу сказать, и причина, по которой мне вот это вот все сейчас очень странно выглядит, это то, что я вот это вот изучить русский язык, для меня это все звучит очень странно, потому что я выросла этим русским языком, родители тоже дома предпочитают разговаривать по-русски, и все родственники и друзья тоже по большинству разговаривают по-русски, так что мне вот это вот все сейчас, да, изучать грамматику, какие-то падежи, да, я это вам не могу объяснить. Я знаю, почему это правильно и это неправильно, но передать не могу. Так что я вам попытаюсь указать, да, как изучить грамматику, надеюсь. Не знаю, о чем я сейчас. Я так и знала, что это будет очень странное видео. Так что не очень хорошо начали. Первое о том, что вы должны подумать, это причина, по которой вы хотите изучить русский язык. И не только русский язык, правда, любой язык. Если у вас есть хорошая причина, то это первый шаг к изучению какого-то языка. И почему я это говорю? Это потому что, когда настанет сложный момент во время изучения, то если у вас нет хорошей хорошая причина, по которой вы изучаете русский язык, допустим, то вы, наверное, перестанете его просто изучать, потому что настал этот сложный момент. Но если у вас есть хорошая причина, то вы будете настаивать, вы будете стараться, чтобы изучить этот язык. Так что да, если хотите достичь высокий уровень, постарайтесь найти какой-то сильный мотиватор, который вам поможет идти дальше и дальше. Так, давайте начнем. Первое, что вы должны обязательно сделать, это изучить алфавит. Извините, я знаю, что это звучит очень банально, наверное, что да, конечно, надо выучить алфавит. Не всем известно, многие игнорируют просто этот шаг и думают, ладно, потом выучу, да. Первое, что я вас попрошу, это изучить алфавит. Особенно если ваш алфавит не состоит из этого кириллического алфавита, пожалуйста, изучите. В русском языке, кажется, есть 33 букв, допустим. Хотите, можете открыть любую книгу и изучить алфавит, как бы, да, по старому как бы методу. Или можете следовать методу, который я поддерживаю, и это изучить алфавит через видео. Извините, ребят, но здесь нам понадобятся мультики. Знаю, что большое количество из вас уже не дети, но когда мы начинаем изучать любой язык, мы, правда, как дети, как ребенок, мы не умеем разговаривать, не умеем составлять предложения, так что мы должны начать с нуля. Так что для меня не надо из себя делать какого-то там президента, что у меня там через неделю будет самый лучший уровень, самый высокий уровень, да. Ничего, поймите, что вы, правда, как ребенок, когда начинаете, и надо постепенно, маленькими шагами пытаться как бы достичь высокий уровень. Так что, ребята, извините, но мы начнем из мультиков. Это первое видео, вы его найдете вот здесь. И здесь наш алфавит. Не весь, здесь 3 букв, кажется, не хватает. Мягкий знак и твердый знак. 3 буквы здесь не хватает. Самый первый вопрос, который вы, наверное, хотите задать, это почему видео, а не книга. Ну, книга, во-первых, вам не озвучит, как читаются буквы. Это проблема номер 1. Вы, наверное, должны как бы придумать или представить себе, как бы звучала эта буква.
Здесь не надо включить воображение, здесь просто надо пару кнопочек нажать и найти себе нормальное видео, которое вам поможет изучить алфавит. Это все так просто. Я здесь написала «Учим русский алфавит для самых маленьких». Буква А. Letter A. Преимущество номер 1 и 2. Вы не только услышали, как читается эта буква, но вы еще увидели новое слово. Арбуз. И нам этот арбуз нужен, ребят. Так что это не только А, но это еще и арбуз. И вы сразу понимаете, что это Р, что это Б, что это У и это З. Так что вот еще преимущество. Буква Б. Барабан. Буква Б. Letter B. Барабан. Я знаю, я понимаю, что для вас это может быть скучно, наверное, но потерпите, и зато выучите алфавит. Русский алфавит, как пишутся большие и маленькие буквы русского языка. Большая буква. Big letter A. Маленькая буква А. Small letter. Это видео вы можете увидеть здесь. Здесь как бы первая проблема русского языка, но поверьте мне, это 10-минутная проблема. Правда, не больше этого. И это то, что когда вы пишете рукой на русском языке, то все ваши буквы должны быть в каллиграфическом стиле, я бы сказала. То есть все ваши буквы должны быть соединены, а не разделены. А когда вы видите русский язык в компьютере, то он в компьютерном стиле и разделены. Надеюсь, это понятно. После этих двух видео, да, вы изучили там алфавит и арбуз, барабан, велосипед, там еще что-то. Второй шаг — это, наверное, изучить повседневно используемые фразы, и это типа «Здравствуй, привет, да, меня зовут так, мне столько лет». Хотите книгу? Пожалуйста. Хотите видео? Пожалуйста. Это зависит от вас и как вы предпочитаете изучить язык. Есть такой канал в YouTube, он называется Boost Your Russian. Вы можете найти это видео вот здесь. И, в общем, в этом видео есть 500 обычных русских вопросов и ответов для повседневного общения. Ну, как видите, здесь все написано в компьютерном стиле, так что вы должны это все перевести в каллиграфическом, в красивом таком стиле. Так что вы можете посмотреть это видео и как бы сами за себя решить, помогает ли вам это видео или нет. Следующий, есть такой канал по названию «Говорим по-русски». И вот все классы преподаются в таком стиле. Так что текст здесь и на русском, и на английском. Каждый из которых отвечает на определенный вопрос. Все очень медленно, очень чисто. Так что, надеюсь, это видео вам тоже поможет. Вот здесь вот. Второе, или третье уже, или четвертое. Бог знает. Что я нашла, это Russian with Max. Смотрите его до конца и повторяйте за мной. Очень просто. Поехали. Он тоже разговаривает очень медленно, очень чисто, прям приятно его слушать. Так что да, его видео очень интересное, даже я бы, кажется, посмотрела. Так что дайте ему шанс. Последнее, что я могу вам порекомендовать, это если вы предпочитаете книжки, то можете зайти в pdfdrive.com и найти себе хорошую книжку, которая вам подходит. Вы можете ее скачать бесплатно и начать изучать русский язык или с помощью книжки. Последнее, и для меня самое важное, это то, что мы должны помнить, что языки — это не что-то мертвое, а живой способ, с помощью которого мы можем общаться, разговаривать, способ, с помощью которого мы можем обменяться культурами, интересами. Так что постарайтесь относиться к языкам как к чему-то, что нет только в книгах. В смысле, язык — это еще и общение, это еще и слушать, как другие разговаривают, и музыка, и фильмы, и культура, и история. Там. Это очень часто совершаемая ошибка, так что постарайтесь ее избежать, потому что это даже причина, по которой люди даже перестают изучать какой-то язык. Найдите русскоговорящие каналы, какие у вас интересы. Например, мой самый любимый русскоговорящий канал — это, Study With Me. Диане сейчас 17 лет, кажется. Показывает свою жизнь, как она
как она работает, как она читает, как делает домашку и так далее. Меня ее канал просто мотивирует, и поэтому я его смотрю. Я обычно не так часто смотрю русский YouTube, но вам это будет очень даже к делу. Так что постарайтесь найти видео, которые будут соответствовать вашим интересам. Например, вам нравится видео What I eat in a day. Я это пишу в Google Translate. Мне дает вот это вот, что я ем за день. Я вот это вот, что я ем за день, копирую, ставлю в YouTube и сразу нахожу себе миллион видео просто на русском языке о том, что люди едят в России. Так что это первое, что я вам могу порекомендовать. Второе — это музыка. Если вы здесь хотите, чтобы я вам рекомендовала, то это будет большая проблема. Ну, например, мне нравится Монатик, мне нравятся песни Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова. Я очень люблю Монатика. Да, последнее время, не знаю, что со мной. «Время и стекло» мне тоже очень нравится. И последнее, что я вам могу... Нет, предпоследнее, что я вам могу посоветовать, это, конечно же, сериалы и фильмы. Из русских сериалов я всегда рекомендую «Кухню», которую вы даже можете найти в YouTube с английскими субтитрами. В «Кухне» есть сперва 4 сезона, потом фильм «Кухня в Париже», потом еще 2 сезона, потом еще 2 фильма, да, и потом продолжение, другой сериал «Отель Элеон», 3 сезона. Первый сезон было бомба, второй и третий просто не стоит уже смотреть, мне уже стало неинтересно. Потом есть «Отель в Белграде», это фильм уже. И потом еще продолжение, другой сериал «Гранд». Ну, первый сезон я посмотрела, он был интересный, ладно, посмеялись. Второй уже не стала смотреть, неинтересно. И еще другое продолжение, это «Кухня. Война за отель». Там 2 сезона, кажется. Так себе, ну ладно, было смешно. Нагиев тоже там был. Ну ладно, смешно было, допустим. Но для меня вот «Кухня», да, вот эти 6 сезонов просто... Другие сериалы, которые я смотрела, это было «Ивановы и Ивановы», который сейчас до сих пор, кажется, играет. Сейчас 5-й сезон. «Воронины». Вот этих вот 546 серий я все пересмотрела. Русский так и не выучила. «Сваты». Еще 5 сезон, кажется. Да? 5, 4, 5, кажется. «Фигурное катание». «Ледниковый период». Вот эти вот всех, я их просто обожаю. Ну и последний, если у вас очень хороший, там, почти высокий или уже высокий уровень, то уже можно смотреть новости. То ли новости, то ли статьи. Надеюсь, что вам это видео помогло. Извините, я правда не знаю, если я вам дала хороший совет, потому что мне никогда не приходилось искать какие-то обучающие видео, как изучить русский язык. Мне просто никогда не приходилось такие видео искать. Да, надеюсь, вам это видео понравилось, надеюсь, помогло. И увидимся в следующий раз. Целую, обнимаю, увидимся. Все, мне надо уже спать идти. Все, хватит. До свидания, увидимся.